Всем привет! Девочки, сегодня мы будем чистить с вами вторую чакру, сексуальный наш центр. Центр, из которого питается мужчина и все живое на планете Земля, исцеляется этой чакрой и двигается, в движении идет именно из второго центра. Потому что у женщины внутри ее тела есть космос. И этот космос способен исцелить всю нашу планету, всю нашу Землю. Так и будет продолжаться. Давайте посмотрим, что происходит с вами, когда мужчина чересчур много питается из свадхистаны. Смотрите, из первой чакры мужчина дает фундамент, женщина – наслаждение из второй чакры. Это энергия секса, это энергия, которая двигает весь мир. Поэтому нужно чистить ее. В основном все привязки по второй чакре делаются бессознательно, обычно это все. То есть вы привязываетесь, девушки, к мужчине определенному, и все. И у вас шурует энергия ваша туда, к нему. Вы можете 20 лет с ним не общаться, но вся энергия, ваш ресурс, деньги, финансы, все утекает туда. То есть он может быть в другой семье уже, и все утекает туда. Также, девушки, если вы находитесь в треугольнике любовном, тем более, если вы в статусе тайной женщины, прекращайте эту связь. Как бы вам не было больно, как бы не сопротивлялось ваше тело, потому что это по сексу это самая сильная привязка. Понимаете? Как бы вам не было больно, отсекайте, обрубайте эту связь. И ментально, сейчас мы ментально будем это делать, и физически. Потому что если вы в статусе тайной женщины, то все ресурсы, которые есть у вас, это сексуальная энергия, это вдохновение, это страсть и любовь к жизни. Вот это все через вас. А через вас любит вообще Творец. Все утекает туда, в ту семью. Просто мужчина берет и вот этот весь ресурс собирает и идет в ту семью. То есть жене, детям, а вам остается... Что вам остается? Вам остается ничего. Это очень редкий случай, когда мужчина осознан и он действительно любит эту женщину, и он принимает это решение развестись с той женщиной. Это очень редкий случай. 1 на миллион. В основной своей массе женщины потом страдают от этой зависимости, потому что он жиреет, ему-то классно, потому что у него вдохновение прет. Понимаете, вы его вдохновляете, вы летите, вы сами по первой, когда у вас только начинается эта связь любовная, да, тайного характера, у вас бабочки, мурашки и так далее. То есть вот это все физическое, да, влечение безудержное просто к этому мужчине. Вы его хотите. Ну и по сексу, конечно, там привязка просто бешеная. Ну и все. Дальше происходит то, что вы сидите. Сейчас мы посмотрим. Вы пытаетесь понять, осознать, что с моей жизнью не так, потому что вы не можете реализовать свои таланты, свои предназначения. Ну не можете вы это сделать. Даже если у вас что-то там получается, это такой мизер по сравнению с тем, когда вы абсолютно свободны от всех привязок. Поэтому я на своем канале говорю о том, что нужно обязательно убирать все привязки по нижним чакрам, по нижним мирам, по дьяволу. Надо все это обрывать. Даже если вы любите безумно этого человека, любовь должна быть безусловной. Без зависимостей. У вас зависимость, любовная просто зависимость, когда он как наркотик. Вы даже можете расстаться с ним,
не встречаться с ним, жить свою жизнь вроде бы как. Допустим, вы вышли замуж за другого человека, да? Но ваша энергия теперь будет шуровать и туда, и сюда. Представляете себе? Вам вообще не будет никакого ресурса ни для своей семьи, ни для своей реализации, ни для своей души, ни для своего цветения. Потому что здоровье падает, это однозначно, здоровья нет. Там еще, ну да, я же говорю вам, у вас одиночество. Вот должно быть вот так, да, слияние. А у вас вот так. Вот, она одна идет. Всегда одна. Понимаете? Поэтому мы должны убрать это все. Эта чакра, вторая чакра, находится на 4 пальца ниже пупка, в районе как раз ваших женских органов. Вот, смотрите, женщина вообще питает мужчину, потому что у нее внутри космос. Это ее матка. Поэтому она может как его в победители вознести, в президенты, в победители, в удачливого очень человека. Так его может и морально убить, конечно. Вот. Но когда у нас есть вот эта привязка, она сосет из вас огромное количество ресурсов. Я больше не буду доставать, мне все понятно. Итак, смотрите, у вас есть божественный эликсир любви, который вы носите в себе от рождения. Вы все женщины, которые слушаете меня, неважно в каком вы сейчас статусе, замужем, не замужем, неважно. Сейчас мы будем чистить от любой зависимости сексуальной и от любого мужчины, вас. Вы обладательница этого ресурса. Дальше. Вы вроде бы выгляжу красиво, платье на мне красивое, а в душе пустота, полная безресурсность и пустота, и лицемерие, потому что я всем показываю, что у меня все хорошо, все классно, но на душе у вас кошки скребут, и это факт. Вы пытаетесь жить, даже учиться многие, познавать этот мир, какие-то знания получаете, практики многие проходят, но как будто вас это не задерживается, понимаете? Этот божественный эликсир, который должен вас питать, вообще-то, ваше тело на исцеление вашего физического тела. Я сейчас абракадабру многим говорю. Смотрите, у вас питание идет через поток, непосредственно, через космос. То есть Творец любит через вас. Мужчин, детей. У вас огромный есть ресурс для исцеления всей планеты. Вы представляете? Вы носительница этого ресурса. Вы носительница, вы как золотая жила, вы как нефтяная скважина. Но вы бегаете за этим мужчиной, ждете его, сливаете ему тонну своего ресурса. Ну, пожалуйста, ну заметь меня, ну выбери меня, ну выбери меня. И это вас истощает. Вот в какое состояние приводит вот эта вот привязка. Не надо, да, объяснять? Когда дышать нечем, когда горе, когда тушь потекла, все. У нее жизнь просто катится в тартарары. Потому что она сама позволила этому случиться. Девочки, все это происходит бессознательно. То есть, понятное дело, никто там специально вас не привязывает к себе, но так уж устроен механизм этот. Давайте посмотрим, что происходит с мужчиной, когда он питается вашим ресурсом, вашим вдохновением. Девочки, ну это просто ответ. У него продвижение в материи стремительное, то есть он зарабатывает денег, и он король жезлов. То есть этот человек, который добивается всех своих целей. Он по жезлам действует, то есть у него огонь. Он харизмат такой, харизматичный мужчина. Он классный, его просто заметить, не заметить невозможно. То есть он сексуальный. Но в то же время, я говорю, в материи он двигается стремительно, он зарабатывает большие деньги.
сейчас мы с вами посмотрим. Девочки, вы сидите в печали, а он в кайфажорстве. Нормально? Вам даже дается что-то, например, Господь вам что-то дает, благо какое-то. Но это все равно, это какой-то мизер, понимаете? Вот немножечко тебе, ну на, чтобы ты совсем уж не померла. Вот, а он, ну, кайфуша прямо, живет, наслаждается. И вот эти все кубки он себе наливает, из вашего ресурса питает. И хорошо, если вам что-то перепадает, а в основном он все это тащит себе в семью. Вот, поэтому, да. И он вечно на выборе стоит. Кого же выбрать мне? Потому что есть королева дисков. Королева дисков – это жена, которая стабильная, которая ценная, с которой тяжело расстаться, потому что там уже все, там уже устаканено, там уже быт, там дети, там дома. Девочки, вы должны этому положить смерть просто, конец. Смерть дьяволу. Карты говорят, просто поют. Смерть дьяволу. Вот этой привязки бешеной, когда сексуальная привязка у вас идет. Давайте дальше еще глянем. У вас должна быть чистая любовь, взаимная любовь. Вы достойны чистой, взаимной и постоянной любви. Открытой любви, проявленной в материи. То есть он не должен вас прятать. Да, поэтому вам нужно стать холодной сейчас, разумной, голову включить. И теперь, когда вы отсечете от него эту привязку, что будет с ним происходить? Уже вы станете ему манипулировать. Но опять же, манипуляции, это вот, понимаете, вы не манипулируете, и вами тоже будут манипулировать. Как вы, так и к вам. То есть, если вы во Вселенную вот такой посыл будете как бы излучать, то тот же самый результат будете получать. Значит, вами тоже будут кукловодить, манипулировать. Поэтому мы отсекаем всяческого рода манипуляции и привязки сексуальные. Так, двойка жезлов. Чего такое? Выбор. Да вот у нас выбор. У нас выбор, смотрите. Гениально. У нас сейчас выбор, карта выбора. Либо отсечь все это к ядрене фене, чтобы к вам ресурс начал течь, ваш ресурс к вам, и вы начали достигать своих целей, задач, растить своих детей, и двигаться в материи, и двигаться к своей любви, к истинной любви, к своему предназначению. Вот это отсечь тогда нужно. Либо продолжать быть королевой жезла. Это любовница. Это женщина, которая, да, она огненная, она страстная, она сексуальная, она обладает знаниями, более того, то есть она ведьма. Но в то же время, девочки, она всегда будет в статусе, без статуса, короче. Выбирайте, вам решать. Значит так, если вы посмотрели это видео до этого момента, то смотрим дальше. Выбирайте. Хотите, я вас сейчас проведу в эту практику. Дышите глубоко. Мы вдыхаем через нос. Выдыхаем через рот. Еще раз. Нос. И через рот мы выдыхаем. Более того, я вам скажу, если вы сделаете обрыв связей даже с любимым человеком, мужчина начнет к вам относиться по-другому. Вот так. Это круче вызова срабатывает. Если вам нужно, но то есть не удивляйтесь, если бывшие попрут, они вам нафиг не нужны, но
посмотрите, это обратный эффект. Просто если вы делаете эту практику, просто знаете, что попрут. Ну и что попрут, как бы, ну, выпроваживаете, все. Если человек изменился, да, вы можете с ним пойти в долгую, если он изменился. Если нет, то все, прощайтесь с этим. Это тяжело нести. Это тяжело нести. Вам, девочки, по судьбе, любовь, счастье в семье, в настоящей паре, где мужчина любит женщину, женщина любит мужчину, и оба напитываются в этом союзе. Это чистый союз, а не треугольники. У вас двойка чаш, двойка. Это истинная любовь, божественная любовь с вашим партнером, с вашим мужчиной, который вас ценит, который вас оберегает, любит вас бесконечно. Итак, девочки остаются в одиночестве, да? Девочки, у вас, смотрите, сейчас такой очень важный этап. Вам встретится ваш истинный партнер, может быть, это будет и этот же мужчина, с которым мы сейчас сделаем обрыв связи. Но дело в том, что он по дьяволу действует, понимаете, он только по жезлам, по нижним мирам. То есть он приехал, уехал, приехал, уехал. Он не берет за вас ответственность, он не дает вам изобилие, он не дает вам стабильность и базис в материи, не дает вам фундамент этот, на котором вообще зиждется семья и пара. То есть если вы хотите пару, то вы выходите, как бы вам больно не было, из любого вида треугольников. Если там другая женщина, неважно, вы сейчас в каком статусе, если там жена тоже, она решает, я выхожу из этого, потому что он тоже питается. Есть жены, которые реально, левак укрепляет брак, знаете, почему они так думают? Ну, потому что мужчина весь свой ресурс, который он получил от этой женщины, от тайной женщины, он несет в семью. И жена богатеет, ну, как бы ей хорошо, процветает. И самое страшное, когда она сама себе врет, она думает, что, ну, классно я проживу на чужом, знаете, на чужом горбу, в счастье-то, в рай не выйдешь. А они так думают, реально так думают. Вот. Но потом огребают все по полной программе. Обнуление должно произойти. Вы должны обнулиться и понять, что у вас перед вашими ногами сейчас развертывается все полотно жизни. Новый, красивый, прекрасной жизни. Вы достойны красивых отношений, вы достойны прекрасных к себе отношений. Вот она, королева жезлов опять. Девочки, он должен научиться вам давать ресурс, давать деньги, давать материю. По справедливости вы выходите из этого кармического урока, из этой привязки, из этой связки. Вы уходите. Это по справедливости. Тем самым вы уравновешиваете, да, вы себя уравновешиваете. Вы сама начинаете двигаться в материи. И причем стремительно, быстро добиваться своих целей и желаний. Вот реально у вас просто распакуются ваши таланты. И вас попрет в материи, то есть работа, там, творчество, чем вы занимаетесь, может быть, это хобби, займетесь своим телом, займетесь спортом, правильным питанием, ну, то есть всем тем, да, ну да, вам нужно сейчас это завершить, потому что мужчина, когда вы его питаете в любом случае, поэтому ему не нужно к вам проявляться.
Ему не нужно вам звонить, появляться перед вашим порогом. Ему это не нужно делать, потому что вы сами: на тебе, мой дорогой, еще давай, давай еще. И питаете его, вам завершить это нужно. Чтобы у него голова болела, а не у вас. А вот девочка начинает работать. Вот сейчас мы проведем работу над собой. И к вам идет стабильный мужчина-император. Я не знаю, это он ли, либо это другой мужчина. Смотрите, тем самым, если вы сделаете эту отвязку, обрыв этот энергетической связи на втором центре, мужчина начнет, он попадет в кармический урок, где у него безресурсность, бездуховность, где он будет валяться на дне. Это нормально, только так он учится отдавать. Он должен вам немерено просто ресурсы, должен вам давать, потому что вы сливали на него всю свою красоту, молодость, здоровье, энергию жизненную, понимаете? Секс – это жизненная энергия. Вот вы все ему отдали, секс – это равно деньги. Девочки, если у вас энергетика мощная, большая, то есть она расширяется, да, вы притягиваете новые возможности, у вас ресурс открывается. Ваш ресурс, то есть это финансовый канал, ваш открывается. Если же у вас привязка к мужчине, вы просто собственноручно дарите ему этот канал, и весь ресурс к нему шурует, мимо вас. Мужчина попадет в кармический урок и начнет мудреть, понимать законы Вселенной и принимать серьезные решения. У него проснется любовь. Девочки, опять же, не всем, конечно, так. Пожалуйста, слушайте свое. Но у многих, у очень многих мужчин настоящая любовь пробуждается именно тогда, когда он теряет такую женщину, ресурсную, которая давала ему все и любовь свою тоже. Вот он ее теряет, и он начинает бежать за ней. За этой любовью у него чистая любовь просыпается. Так, хитрости, обман, предательство, ложь. Вам сейчас, знаете, прям фундаментальный выбор карты говорят. Либо ты берешь этот шанс, девочка моя, берешь этот шанс в виде туза пентаклей. То есть это сейчас ты прослушаешь мою практику и войдешь в свою новую жизнь, где тебе будут даровать небеса уже ресурс, финансы и удачу. Либо ты после этой практики встречаешь своего любящего мужчину, истинно любящего только тебя, и вы создаете с ним семью, процветающую семью в материи. То есть это вот, знаете, когда счастье. Вот счастье именно потому, что оно фундаментально. Вам есть где жить. Более того, вы реализуетесь оба. У вас прекрасные дети, у вас прекрасные взаимоотношения, гармония и так далее. То есть вот этот мужчина, это может быть он же, с кем мы сейчас будем обрывать связи. Может быть, это другой человек. Я не знаю, кто вам по судьбе прописан. Либо, девочки, выбираете статус тайной женщины. Тайная женщина – это любовница, да? Всегда, вечно. И Луну. Болтаться в мутной воде, в непроявленности, когда он вас прячет, когда он вас не зовет ни на один праздник, когда он не знакомит вас со своей родней, когда он вас, в принципе, да, у вас бешеное притяжение, а по сексуальной чакре так вообще притяжение просто неимоверное. Ментальная связь 24/7, он у вас в голове 24/7. Вы готовы к такой жизни? И
вот это болтание в этой луне будет продолжаться очень и очень долго, пока вы не примете это решение. Вот так. Так, что еще? Давайте глянем. Ну, в принципе, тут все понятно. Да, вам нужно... Девочки, у меня просто 2 карты подтверждают 2 колоды, и одно и то же выпадает. Вам нужно отсечь эту связь, взять меч, меч световой, стать холодной, разумной и голову включить, наконец. Мозги на место поставить и прекратить думать по нижним чакрам своим. А действительно понять, что я сейчас просто свою жизнь отдаю этому человеку. Свою жизнь, свое прекрасное будущее. Просто беру и отдаю ему. Дарю ему себя всю. А у нас девушки умеют любить. И вот этот ресурс весь, умение любить, это когда любовь идет от Творца через вас к Нему. Вы отдаете Ему. Как вы думаете, этот человек оценит это? Нет. Если вы готовы, мы начнем. Так, мы начнем с вами практику. Если вы готовы, устраивайтесь поудобнее, сядьте лучше, чтобы не заснуть. Дышите. Глубоко и спокойно. Через нос вы вдыхаете воздух, через рот выдыхаете. Представьте себе, что вы находитесь на полянке, в лесу. Рядом течет ручей. Он чистый, прозрачный. Вы находите себе место и садитесь на этой полянке. Продолжаю вдыхать этот аромат цветов, аромат леса, слышу пение птиц и журчание ручейка. Вы знаете, что этот ручеек волшебный, он с чистой водой. Вы приглашаете этого мужчину навстречу. Посмотрите, в каком обличии он пришел, как он выглядит, в какой одежде, какая у него энергетика, какое настроение. Вы называете его по имени, говорите ему «Здравствуй». Если нужно, вы говорите ему все то, что вы хотели бы ему сказать. Далее. Вы видите в своей правой руке меч с светящимся лезвием, таким чистым светом. Он очень острый, этот клинок. Вы оглядываете свое тело и тело мужчины и смотрите, где, в каком месте эта привязка, эта энергия, которая уходит к нему тоннами просто. Где, в каком месте? Я вам подскажу.
Это у нас сладкая энергия медовая, которая находится во втором нашем центре Свадхистана чакра. Вы видите, как ваши тела соединены из Свадхистана, из вашей, невидимыми нитями, либо это канал такой, как труба, широкая, большая, куда идет ваша энергия, ваш ресурс драгоценный к этому мужчине. Вы называете его по имени, говорите ему так. Имя человека. Сейчас я отсекаю любого вида привязку к тебе. Этот энергетический канал. Живи на своем ресурсе, а я возвращаю весь свой ресурс себе. Из всех источников, где я его раздарила, раздала, весь мой ресурс возвращается мне. Я свободна. Ты свободен, и ты можешь идти. Но сначала вы взмываете вверх руку с этим мечом и отсекаете. Мягко. Лезвие очень острое. Оно мгновенно разрезает, обрубает все эти энергетические подключки, каналы. Будь то это труба, либо нить, неважно. Канаты эти, все оно обрубает. Вы смотрите еще раз на тело мужчины и обращайте внимание, чтобы ни одна ниточка не осталась, ни один канат. Все обрубайте. Проверьте еще раз. Может быть, в верхних чакрах ваших есть эта связь, и он у вас в голове 24/7. Он поселился в вашей голове, и вы не можете думать ни о чем другом, кроме него. А когда он придет, а когда он предложит мне что-то серьезное, а когда он меня полюбит действительно. Сейчас вы не ожидаете от него ничего, вы просто обрубаете все энергетические связи с этим мужчиной. Вы благодарите его. И отпускаете. Ты свободен. Иди. Вы видите, как он поворачивается и уходит из вашего поля. Этим мечом вы сейчас вокруг себя чертите круг и говорите такие слова. Вокруг меня круг, чертила его не я, а Богородица моя. Вы, то есть, защитное поле ставите, чтобы больше не было этих подключек никаких. Затем вы вздыхаете глубоко, чистый воздух вы вдыхаете. Вы идете к этому ручейку, который течет через этот лес, через эту полянку с чистой водой. Омываете в этом ручейке свои руки. Если хотите, вы омываетесь вся. То есть вы становитесь в этот ручеек своими стопами, ступнями, чтобы ваши ноги были омыты чистой родниковой водой. Все ваше тело вы сейчас исцеляете, обмываете этой
водой, целительной, чистой. Вы набираете в ладошки свои эту воду из ручья и выпиваете эту воду. Вы знаете, что эта вода исцеляет вас и ваше тело прямо сейчас. Вам становится легко и хорошо. И у вас просыпается сейчас жажда к жизни. Вы знаете, что сейчас будет возвращаться весь ваш ресурс, потраченный на этого мужчину, этот финансовый канал. Эти возможности будут возвращаться вам в виде здоровья, в виде денег, в виде возможностей, в виде открытых дверей, открытых дорог, воплощения ваших желаний и заветных целей и мечт. Это будет возвращаться вам не обязательно от этого мужчины. Это будет возвращаться просто из Вселенной, из других источников. Мы сейчас не нарушаем своим действием взаимообмен, экологию. То есть мы завершаем эти отношения самым благоприятным и мягким для вашей души и вашего физического тела образом. Потому что я вас веду в эту практику своим голосом. Если вам нужно, повторите эту практику на следующий день. Сколько нужно, сделайте. Просто эту практику именно, а не сам расклад. Вы почувствуете, у вас произошел в вашем сознании, в вашем теле сдвиг, некий сдвиг, как точка сборки. Вы, наконец, пойдете своей дорогой, а мужчина будет жить на своем ресурсе и прекратит питаться от вас. Если нужно, выпейте воды. Я продолжу. Давайте посмотрим его состояние, этого мужчины, после проведения этой практики. Что он почувствует? Его состояние, что он почувствует. Я сейчас посмотрю ваши результаты. Что он почувствует. И вот это. Что он почувствует. Мужчина. Ваш партнер. Это не обязательно, что это ваш бывший партнер. Может быть, у вас нормальная пара любящих людей, но так бывает, что женщина просто безвозмездно питает мужчину, и питает, а он берет, берет и берет, и он вам ничего не дает. Вы тем самым просто экологично завершаете вот этот... Это не обмен, это когда вы даруете ему постоянно. У мужчины внутри будет война. И по поводу вас война. Знаете почему? Потому что он почувствует, что вы соединились сейчас со своей душой, со своим телом, и весь свой ресурс вы забрали себе. И теперь вы никому не дадите этот ресурс. Вот. Он это поймет, а у него будет война.
И он в ней, в этой войне, не будет победителем. Нет. Ему будет очень тяжело. В материи продвижение очень просядет прям. Одиночество его ждет. Ваша ракета стартанула вот сейчас этой обрывкой связи. А он почувствует себя вот в таком механизме. То есть в голове будет говномешалка просто. Вот такое вот будет состояние. Не, ну так тому и быть, потому что это все по справедливости делается. Давайте, девочки, я хочу посмотреть ваше состояние после практики. Что вы почувствуете? Что у вас, возможно, в ближайшее время вы поймете, у вас откроются знания какие-то, придут подсказки Вселенной. То есть вы это почувствуете. У вас мгновенное будет отклик в материи, то есть в реальной жизни. Сейчас мы как будто вы думаете, что мы летали в мирах. Нет. Это все отражается. Вот эта тонкая, энергетическая жизнь, которую мы сейчас с вами, я разбирала, я вам показывала, что происходит. Эта тонкая энергетическая связь влияет непосредственно на грубую реальность. Вот земелька, вот где мы с вами живем, что у девочек будет при прохождении этой практики. Вот это да. Вот это да. Во-первых, у вас откроется мудрость. После вот такого разбитого состояния, когда у вас не было сил, не было ресурса, не было денег, не было здоровья, не было, понимаете, он же вас обманывает постоянно, этот мужчина, если он не с вами. Там могут быть всякие обстоятельства, но по привязке, когда идет вот это, по сексуальной сфере именно, вот такое состояние у женщины обычно. Она очень много переживает, думает о нем, ночами не спит. Сейчас у вас идет соединение со своей душой. Вы исцеляете своего внутреннего ребенка. Вы вот так начинаете светить в этом мире. Вы проявляетесь как солнце, ярко, огненно, страстно и творчески во всем. Начинаете слышать свою душу, открывать для себя новые знания, новую информацию, познавать этот мир, потому что вам знаки Вселенной будет даваться вот после этой практики, вам откроется этот поток. Вы будете самодостаточной, любящей себя женщиной, манкой, чувственной, которой хочется прикоснуться, которой хочется быть в ее поле, потому что она чиста. Вы свободны станете, девочки, вы станете свободной. Вот карта. И вот свобода. Кто-то поедет отдыхать, кто-то просто себя почувствует, как будто в отпуске побывал на море. Понимаете? Просто мы провели эту практику. Вот что с вами произойдет на тонком плане. Вы начнете творить в своей реальности свою жизнь, как вы хотите. Творить, сотворять. То есть вы своими намерениями будете воплощать свои какие-то цели, задачи. Так, давайте посмотрим вот на этой колоде еще. Ну, у вас просто жизнь, наконец, прорвется
вы почувствуете это, у вас колесница как будто ваша начнет двигаться, движение в материи пойдет. Я уже просто заговариваюсь, на самом деле энергетика очень сильная, когда мы это делали. Вы откроете свой источник. Ресурс. Это ваш ресурс. Королева Пентаклей. Вы обретете настоящую любовь и партнера истинного, который будет любить только вас, божественный партнер. Но если вы будете участвовать в своем исцелении, то есть вы должны пройти эту практику, если вы не хотите оставаться в этом одиночестве. Но смотрите, на самом деле отшельник — это человек, который познает себя, познает вообще взаимосвязь. Немножко вам нужно перестать входить в деструктивные отношения и побыть одной. И тогда вам встречается любовь настоящая. У вас наконец-то спадает пелена с глаз. Вы без иллюзий смотрите на этот мир, ваше сознание расширяется до просто космоса. Только не откладывайте. Будете откладывать, будете вот в таком состоянии. Будете, если откладывать, оглядываться назад и думать: Боже мой, что я сотворила, что я буду делать? Нет. Вот в таком состоянии сжатия и пленницы будете всю жизнь. Я сейчас серьезно очень. Это не шутки. Этим не шутят. Да, если вы будете откладывать, у вас мечта ваша будет оставаться вашей мечтой, и не будет она сбываться. Вы будете грезить, смотреть на такие пары и думать: почему же у меня такая порушенная жизнь? Потому что вы идете на компромисс постоянно сама с собой и с людьми, и с мужчинами. Компромисс, бесконечный компромисс. А здесь нужно быть бескомпромиссной, жесткой и бескомпромиссной. Я отрубаю любого вида зависимость от любого мужчины. Вы так сказали, Господь сделал, потому что чего хочет женщина, того хочет Бог. И вам дается шанс на колесо фортуны, у вас прокручивается уже не в холостую, постоянно в один и тот же урок, как будто вы заходите, а именно куда? У вас излишество даже будет. То есть вы настолько пойдете в процветание, что даже будет лишнее. Ну вот, когда, знаете, всего много, вот всего много, чего не хочу, все могу. И праздник наступит, девочки, праздник, свобода. И этому пришел, наконец, как это? Я забыла слово. Сейчас, это вообще что-то. Смотрите, по лунным циклам, да, пришло время. Пришло время для этого. Все, девочки, если мы в таких мирах просто летаем с вами, то не удивляйтесь. Я, бывает, забываю слова элементарные, именно потому что я очень много энергии отдаю именно в раскладах. Я не только по картам читаю, я ясновидящая, поэтому вот так. Смотрите, это вы вообще-то, когда в зависимости у вас, то есть замороженное состояние. Замороженное состояние. А теперь у вас происходит невинность и возрождение, новое рождение. Вы как будто заново родилась, чистая и ясная, красивая и прекрасная. Только доверься Вселенной, доверься мастеру и иди. Иди тотально. Тотально, что это значит? Это значит, я слушаю этот расклад, я не отвлекаюсь ни на что, ни на кофе, ни с подружками, ни по телефону, никуда. Вы только сейчас слушаете эту практику, все. И также по жизни вы действуете. Если вы на работе, то делайте свое дело, да, работаете. Если вы занимаетесь своим творчеством,
занимаетесь час, но тотально только этим. То есть как бы не расплескивать свое внимание. И у вас происходит прорыв. Прорыв. Вот знаете, когда гнойное воспаление, а потом вот это прорыв, или вулкан. Все, у вас ресурс попрет, у вас здоровье вернется наконец. Вы начнете что? Цвести. Потому что нужно вычистить это прошлое. Пусть это все прошлое, привязки все сгорят, башню на них поставить, потому что это все игры, это политические игры, это лицемерие, это ложь, это обман, это предательство рождает только. И вы идете в свою щедрость. Щедрыми становитесь вы, щедрой становится к вам Вселенная. То есть будьте всегда благодарны. Даже вот вы меня послушаете, будьте благодарны, поставьте лайк, подпишитесь на канал. То есть вы тем самым поддержите меня, потому что я даю вам много энергии, и я вам даю знания. У вас просто интенсивное свечение происходит, у вас самих. Это когда, знаете, такой объем, вот как вот действительно нефтяная скважина. Нефтяная скважина не бегает за своим бурильщиком, не бегает за своим старателем. Старатель бегает за нефтяной скважиной, и он старается добыть этот ресурс. Да, у мужчины начнется борьба, а у вас обнуление. И взмывание вверх. Прям вот игривость появится, легкость и победа. Девочки, вы победительницы. Вы мои прекрасные победительницы. Вы сделали просто неимоверный шаг сейчас в свою новую прекрасную жизнь. Обнимаю вас. Да будет так.